Здравствуйте, дамы и господа. Начинаем сегодняшний вебинар, посвященный здоровью. Здравствуйте, дамы и господа. Начинаем сегодняшний вебинар, посвященный здоровью, с Андреем Андреевичем Дуйко и компанией «Тибетская формула». Все, начали. Ура. Здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. Сейчас. Итак, сегодня я, конечно же, отвечу на ваши вопросы, которые вы прямо сейчас мне задаете. Давайте с них и начнем. Татьяна Медяева, здравствуйте, у сына. Сейчас, только цікавить, давайте чат, весь чат. Итак, с первого вопроса. Итак, Наталья Никофуряк. Чао, чао. Welcome. Татьяна Медяева, здравствуйте, у сына боли и дискомфорт и повышенный метеоризм в прямой кишке, обращались к проктологу, гастроэнтерологу, удалили геморровые узлы и проблема осталась. Чем можно помочь в лечении? Обычно это возникает в случае, если у человека очень повышенная кислотность именно в слепой кишке. Повышенная кислотность устраняется, если защелачивать желудочно-кишечный тракт и приводить его в норму. Я очень рекомендую использовать такой метод. Какие я знаю средства, которые могут очень привести к быстрому защелачиванию ЖКТ, а также к уменьшению кислотности слепой кишки. Первое — это чеснок. 1, 2, 3 зубчика чеснока в разное время на протяжении дня. Дальше семена тмина. 1 чайная ложка семян тмина пережевать, запить водой. 1-2 раза в день. Третье — каолин. 1 столовая ложка каолина компании «Тибетская формула» на 1 стакан холодной воды. Выпить на протяжении дня можно за раз, можно за несколько порций. Третий из моих препаратов — антитокс. 1 стик или 1 чайная ложка развести в пол-литра воды, принимать на протяжении дня 2-3 раза в день. Если у вас диарея, то дополнительно принимайте препарат, он великолепный. Называется он пепсин. 1 таблетка 3 раза в день. В случае, если у вас наоборот запор, то принимайте соду. 1 чайная ложка соды на 1 стакан воды утром и вечером. Это в комплексе улучшит состояние, но необходима диета. В этой диете необходимо убрать: первое — углеводы, второе — все молочное, третье — перейти по максимуму на питание, в котором будет больше белков, чем всего остального. То есть пусть старается никакого картофеля, никаких молочных продуктов категорически в случае, если метеоризм, длительное время употреблять нельзя. Также не рекомендуется алкоголь, так как он приводит к ухудшению работы желчного пузыря в тибетской медицине. Диарея, метеоризм — это большое количество воздуха в кишечнике, обычно называется уменьшение тепла. То есть говорится о том, что уменьшение деятельности печени, уменьшение деятельности желчевыводящих путей. Обычно такое происходит на фоне холецистита, но у вас, в общем-то, другой случай. Можно принимать горечи. Я очень рекомендую людям, у которых метеоризм, у которых есть проблемы, связанные с геморроидальными узлами и формированием их, принимать горечи. Самое лучшее — это горечи Дуйко, 1 столовая ложка на стакан воды 1 раз в день, либо просто полынь, 1 чайная ложка на стакан горячей воды. После остывания выпивать этот стакан, принимать 1-2 раза в день. Хочу напомнить, что полынь — ядовитое растение, поэтому его принимать необходимо с перерывами. 10-15 дней принимайте, 10-15 дней делайте перерыв и реабилитацию. Итак, Татьяна Боровик. Доброго вечора. У дочки з'явився стригущий лишай, як краще його полікувати? Дякую. Есть целый ряд принципов, которые помогут вам справиться с стригущим лишаем. Конечно, самое лучшее — это обратиться все-таки к дерматологу. Серортутная мазь продается в аптеке, продается ряд препаратов, которые конкретно связаны со стригущим лишаем. Какие самые простые способы? Почему-то вспомнился способ с конусом. Берется обычная бумага белого цвета, скручивается в виде конуса, ставится на тарелку, после этого поджигается верхушка, когда сгорает, сдувается то, что перегорело, вот этим огарком или маселком, которое выделяется при этом, смазывается вокруг стригущего лишая и само место стригущего лишая. Второй метод. Берется яйцо, желток, одевается этот желток на вилку и над свечой держится. И свеча плавит этот желток и может по этому желтку стекать такое подобие жира
черного цвета с не очень приятным запахом. Также берется вот такое, называется, ну можно назвать его условно, потому что его название как бы у целителей нет, и можно назвать его свечным яичным маслом, свечно-яичным маслом, и использовать его. Из моих препаратов, можно чистотелом еще, из моих препаратов, не из препаратов, а из моих мазей, очень рекомендую мазь бальзам Диа. Ага, забыл, деготь можно смазать дегтем. Вот, можно смазать дегтем. Купить деготь, можно им смазать, очень хороший эффект. Доброго времени суток, пишет Зара Мустафаева и все участники вебинара. Андрей Андреевич, есть ли у вас что-нибудь для отбеливания эмали на зубах, а также что делать, если десна опустились? Десна опускаются, это, как правило, могут быть связано с проблемами дентальными, это может быть гингивит или развитие пародонтоза, это может еще формироваться на фоне сахарного диабета и первого и второго типа. Какие существуют возможно, а что такое или почему у человека появляется потемнение зубной эмали, с чем это связано? Обычно темнота или желтизна зубной эмали связана с забросом желчи, эзофагиальным рефлюксом и с такой же проблемой эзофагиальный рефлюкс может быть связано еще и появление зубного налета. Зубной налет — это кальциевые соединения, которые являются, ну, грубо я так назову, коралловыми соединениями, которые подобны тому, как кораллы формируют в море рифы, так у нас жизнедеятельность бактерий в ротовой полости формирует вот такое нарастание кальциевого отложения. Это не связано с нашим организмом, это не нарушение метаболизма кальция паращитовидной железой, и это не откладывание кальция по каким-либо причинам. Это, как правило, связано как раз с бактериальным отягощением. Слюнные железы обычно они могут в полной такой мере щелачивать, кстати, и лизоцимом вымывать или уничтожать бактерии. Но очень часто слюнные железы работают плохо у человека. Это происходит на фоне заболеваний носоглотки, это может происходить на фоне хронического пародонтоза, высокой кислотности в ротовой полости и даже заболеваний иммунного характера, таких как туберкулез. И что необходимо с этим делать? Необходимо дополнительно принимать препарат, он называется лизоцим, в виде капсул, одна таблетка 2-3 раза в день. Принимая лизоцим, зубы отбелятся очень быстро. Также я рекомендую использовать конфеточку, такая у нас в таблетке сладкой продается, называется лизам. Тоже 1-2-3 раза на протяжении дня держать и рассасывать и глотать. И третье, у нас мной разработана специальная зубная паста, она называется у нас сатва, она сделана на основе каолина или глины белой. Такая зубная паста, она восстановит вам дентальную ткань, восстановит вам эмаль, восстановит зубы, устранит воздействие бактерий и микробов и так далее. Какие народные способы? Самый простой способ — это обычное подсолнечное масло. В народе говорят, что в случае, если десна кровоточат, опускаются, если есть проблемы зубов, необходимо полоскать зубы при помощи подсолнечного нерафинированного масла. Набирается небольшое количество масла, цедится сквозь зубы, и после чего через 1-2-3 минуты выплевывается. Делается так 1, 2 или 3 подхода по 1 минуте, и после чего полоскается теплой водой, желательно с небольшим количеством соды. Такой вот способ может помочь вам восстановить зубы и избавиться от кровотечения. Тем не менее, хотел бы вам сказать, что любое кровотечение десен, а также любое снижение упругости турмора ваших десен может быть признаком появления эндокринологических заболеваний, таких как сахарный диабет 2 типа, либо каких-либо других. Ну, как правило, сахарный диабет. Обратите внимание, нет ли у вас ожирения, обратите внимание, нет ли у вас высокого инсулина в крови, глюкозы, какой у вас индекс НОМа и так далее. И продолжим.
Лена Павленко, здравствуйте, нужно ли мне голодать при непроходимости артерий подключичных? Нет, к сожалению, любой голод, наоборот, ухудшит состояние. Непроходимость подключичных артерий обычно связана с заболеванием атеросклероз и повреждением интима сосуда. Обычно интима сосуда у нас повреждается на фоне, как ни странно, бактериологических, а также демиелинизирующих компонентов. Демиелинизирующие компоненты это могут быть бактерии, это могут быть вирусы, и, как правило, это может не быть ожирением, и это может формироваться на фоне перенесенной пневмонии, простудного заболевания 1-2 года назад или просто снижением иммунитета. Что необходимо делать? Необходимо препараты, которые могут восстанавливать интимы сосуда. Что это за препараты? Как правило, это препарат индол, миоинозитол, это аскорбиновая кислота и препараты, снижающие атеросклероз, это препарат атеросклеропатин и витамин Е. Обязательно принимайте витамин Е и принимайте препарат, можно миоинозитол. Можно еще наш препарат, который называется атеросклеропатин, или омега-3. Можно омега-3 в больших дозировках. Если артерии подключичные и есть непроходимость. Кстати, вспомнил еще, знаете что, в случае, если у человека очень высокий метеоризм, может помочь еще алоэ. Берете алоэ, нарезаете его кусочками, замораживаете в холодильнике. После этого, когда оно замерзнет, сутки лежит, потом достаете и один кусочек 2-3 раза в день. Кстати, великолепное средство, если есть геморрой, можно такое средство использовать. Кстати, от геморроя сейчас время кизила. Есть удивительное средство. Мои близкие, мои родственники, а также моя мама в свое время вылечила себе геморрой. Каким образом? Удивительное средство, в течение дня 10-12 кизилин, не разжевывая, глотать. Делать это ежедневно, обычно 10-15 дней достаточно, чтобы любые геморроидальные узлы ушли. Как это работает, объяснить я не могу, не знаю. Ваше дело это проверить или доверять, или не доверять. Я сказал то, что в свое время помогло моим близким. То есть, что помогло моим близким. Далее. Доброго дня. Придбала у вас мазь, Родопі і Бітулін. Чи допоможе мене позбутись від псоріазу? Родопі може допомогти вам позбавитись від псоріазу, але ви повинні знати, що потрібно робити. Перше, коли ви мажетесь мазю Родопі, то вам потрібно робити ось що. Взагалі, зберігти дієту. Яка це повинна бути дієта? Це безмолочна, також дієта, в якій не буде картофеля і крахмала ніякої форми. Також позбутися алкоголю і не вживати в ніякій формі. Також майонезу, також яйця повинні бути, якщо ви їх вживаєте, тільки варені. Далі, якщо є у вас доступ, ви можете купити собі, придбати собі мазь чиста тіла, то можете Родопі пользуватись її, використовувати, а потім 10-15 днів і день-два перерва і мазати мазью, яка називається чистотелова. Не знаю, как чистотел на украинском языке. Использовать такую мазь. Найдите ее в интернете и используйте. Но мазь Родопі эффективна, очень эффективно, должно помочь. Также бетулиновая кислота тоже это очень эффективно. Я вообще хочу вам сказать, что наблюдая за людьми, которые в большинстве своем болеют псориазом, я увидел у этих людей один принцип. Этот принцип звучит так. Все эти люди, они очень нервные. И очень часто не могут совладать со своими эмоциями, не могут контролировать эмоции, очень себя разгоняют, раскачивают. С чем это связано? Как правило, это связано с тем, что у человека есть проблемы. У нас весь мозг наш, он контролируется 3 элементами. Один элемент это возбуждающий, это дофамин, другой успокаивающий, это серотонин. Дальше. И третий, это, который приводит все в норму, это миоинозитол.
Так вот, если у вас есть очень сильное возбуждение, и у вас нарушены, допустим, просыпание и засыпание, я очень рекомендую использовать на ночь Соник. Также препарат мой, который называется мелатонин, по 2 таблетки перед сном, и можно 1 таблетку утром. И препарат L-триптофан по 1 таблетке 2 или даже 3 раза в день. К этому всему можно добавить использование препарата бетулиновая кислота и препарата Масер-Допи. Вот таким образом. Но без успокаивающего препарата это делать бессмысленно. Прежде всего необходимо 100% начать успокаиваться. Любые седативные препараты. Алекс, доброго вечера. Придбала мазь вид по Авиева Алексу. Сайриль Со. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У бабушки опухла левая нога и рука. Говорят, что воспалена лимфа. Подскажите, так ли это и как ей помочь? Такого заболевания, как воспалена лимфа, не существует. Обычно опухание ноги может быть проблемой артериосклероза, атеросклероза, варикозного расширения вен. Также это может быть полинейропатия на фоне сахарного диабета 2 типа, непроходимость сосуда. Какого сосуда? Там срамной сосуд есть у нас, артерия есть, там вены и так далее. То есть что угодно может быть. Полинейропатия, полиневропатия. К сожалению, это может быть что угодно. Может быть подагрический отек, может быть артритный отек. Киста Бейкера может создавать такой процесс. Ну, сказать, что это лимфа, это не очень правильно. Поэтому что необходимо делать? Обратиться к флебологу и сделать доплероскопию нижних конечностей для того, чтобы определить, что это такое. Какие врачи вам необходимы? Первый — это невролог, и второй — флеболог. И огромное спасибо, друзья, за то, что вы становитесь участниками моего YouTube канала. Мне очень приятно, я вас поздравляю с этим, с удовольствием рад тому, что вы поддерживаете меня и мой канал в это время. Юля, Андрей, ваши советы облегчают жизнь. Спасибо, Юля, мне очень приятно. Лидия, Германия, приветствую вас. Спасибо. Анжелика Ярхамуддинова. Здравствуйте, Андрей Ильич, приятно вас видеть снова. Спасибо. Ирина Михайленко. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Базлюнас. Добрый вечер, учитель. Здравствуйте. Гутен абенд. Наталья Паули. Еще раз добрый день. У меня варикоз, тромбоза нет. Никогда не ощущала боли, но уже месяц, как ноги в стопах с утра и вечером пекут. Ноги в стопах с утра и вечером пекут. Это говорит о том, что прогрессирует варикоз, когда пекут ноги и руки. Как можно полечить? Самый простой способ — это пейте обычную глину. Берете 1 столовая ложка глины на 1,5-2 литра воды, взбалтываете. Желательно, чтобы эта ночь постояла в холодильнике, и утром начинаете принимать. Сколько? Вот сколько сможете выпить? По стакану 2-3 раза в день. Также хорошо очень помогает, не знаю почему, но любые виды печени. Куриная печень, так тибетская медицина учит. Куриная печень, говяжья печень, кроме свиной, кролячьей и так далее. То есть все, что связано с... Я бы рекомендовал куриную. То есть принимайте или ешьте куриную печень и принимайте или пейте вот такую глину. Очень поможет. Также можно глиной накладывать на ноги глину и так далее. Что еще может помочь? Рассасывание, мумиё. Диету необходимо использовать такую, чтобы в ней не было глюкозы, то есть переходите максимально на безглюкозную диету, то есть никаких сладостей, никакого печенья, а также никакого крахмала. Даже в случае, если вы любите есть картофель и не можете себе позволить перейти на любые другие виды продуктов, такое тоже бывает часто, то я хочу вам сказать. Вы должны знать, что если картофель напрямую попадает вам в желудок, то это очень ухудшает работу вашего желудочно-кишечного тракта, а особенно вашей поджелудочной железы. И такая глюкоза, которая вырабатывается за счет переваривания и недопереваривания такого крахмала, может создать ряд принципиальных заболеваний, которые формируют в дальнейшем недостаточность поджелудочной железы, холецистит, это воспаление желчного пузыря, а также всевозможные проблемы, которые в дальнейшем увеличивают объем живота, включая метеоризм, это гликирование гемоглобина, увеличение печени и так далее. Что нужно знать? Нужно запомнить, что крахмал
расщепляется у человека на 70-80% в случае, если он жует. Жует. Нельзя, для человека очень опасно есть картофельные пюре. Это самое опасное, что человек мог в своей жизни придумать. Почему? Его нет необходимости жевать, он в концентрированной форме обычно находится, и эта пища не полезная вообще. Если хотите как-то употреблять картофель, то пусть это будет печеный твердый картофель в чешуе. В кожуре, я неправильно сказал. В этой кожуре находится огромное количество аскорбиновой кислоты. А вы знаете, что печеный картофель в 100 граммах имеет в 100 раз больше аскорбиновой кислоты, чем такое же количество красного перца. Как известно, красный перец и агава, это такой фрукт, является, наверное, призером и победителем в количестве аскорбиновой кислоты. Так вот, очень зря ферментированный в духовке картофель, который пожарен в кожуре, имеет огромное количество аскорбиновой кислоты. А также нужно всегда запоминать, что картофель в кожуре, сваренный в духовке, уже имеет ферментированный крахмал, который уже становится более усваиваемым. И можно такой картофель с легкостью принимать. Вот такой картофель, да, пюре нет. Не ешьте пюре, не ломайте свои поджелудочные железы, пожалейте себя, так как в дальнейшем это может привести минимум к ожирению и максимум к заболеваниям поджелудочной железы, почек, к развитию пилонефрита, к развитию мочекаменного заболевания и даже к заболеваниям кишечным, таким как, допустим, энтерит, ну и всевозможные заболевания тонкой кишки. Всех отделов тонкой кишки. У меня варикоз, тромбоза нет. Ответил. Можно использовать мой препарат, называется Легкохода. Также можно использовать медпрепарат Аскорутин или мой препарат Рутин в большой дозировке. Также кверцетин можно использовать. Из народных средств, в случае, если у человека варикозное расширение вен, что рекомендует ему принимать? Итак, на первое место ставим рыльца. Кукурузные рыльца при варикозе. Заваривается 1 столовая ложка на стакан кипятка, пьется 1, 2 или даже 3 раза в день. На второе место компот или заваренные сливы. А еще лучше это ядра синей сливы. Они собираются, и человек каждый день съедает 4-5 ядрышек такой сливы. В случае, если у человека есть проблемы подключичные, вот проблемы сосудов, то очень может помочь кукурузное масло в виде компрессов накладывать, а также питье кукурузного масла, столовая ложка 1-2 раза в день. А также амигдалин, который и рутин, и даже кверцетин, который в большом количестве находится в абрикосовой косточке. Поэтому хотите почистить сосуды, используйте обычную абрикосовую косточку, принимайте только не в большом количестве. Считается, что абрикосовая косточка, она имеет в составе ядовитое вещество. Да я вам хочу сказать, что для того, чтобы человека отравить абрикосовой косточкой, ему необходимо этих абрикосовых косточек съесть несколько килограмм. Тогда, возможно, еще как-то на человека подействует, но и отравление, оно будет не острым, а будет проявляться в виде расстройства. На самом деле абрикосовые косточки это совершенно безопасно, человек может запросто их принимать, это все безопасно. Когда был маленьким, моя мама не обращала ни на кого внимания, делала абрикосовое варенье, в него добавляла большое количество абрикосовых косточек, никак никто их не обрабатывал, ели мы их много. И все живы, и, в общем-то, проблем никаких не было. Также хочу сказать, что абрикосовые косточки, они удивительны тем, что они удаляют у человека глистов. Поэтому есть абрикос совместно с абрикосовой косточкой, это избавиться от аскарит, избавиться от остриц. Великолепное средство. Кстати, сушеные абрикосы очень восстанавливают интиму сосуда. То есть в случае, если у человека есть проблемы атеросклероза и так далее, то необходимо принимать такой, просто обычную сушеную абрикосу. Также я хочу сказать, что в моей компании есть специальный абрикосовый чай. Я сейчас не помню, как он называется, по-моему, Вероникс. Если его принимать, 1 столовая ложка, 1 чайная ложка на стакан воды и принимать на протяжении дня, то устранит проблемы тромбозов. Также хочу сказать, что есть народные способы устранения от варикозов, от тромбозов. Это питье, 1 столовая ложка уксуса на 1 стакан
теплой воды с добавлением 1 чайной ложки меда. Вот так. Ася, вітаємо на рівні тайної док... Ой, Ася, большое спасибо, вы стали спонсором канала. Людмила Свириденко, вітаємо на рівні... Ой, Людмила Свириденко, так приятно. Поддерживайте, я понял. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Время семинаров с вами просто водовое. Спасибо, очень приятно. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, что будет, если положить лед на затылок? Большое спасибо. А ведь лед на затылок является уникальным средством в случае, если у человека есть гипертонический криз и приступ. Дело в том, что обычно у нас происходит гипертония по следующим сценариям. Когда у человека есть стресс, то появляется адреналин. Особенность адреналина, он выделяется совместно с норадреналином. Но норадреналин, который выделяется надпочечниками, точно так же, как адреналин, его особенность заключается в том, что он является вазоконстриктором. Вазоконстриктор — это вещества, которые приводят к сужению сосудов и обычно формируются на фоне стрессовых ситуаций. И в тот момент, когда человек испытывает стресс, то есть он перевозбужден, он находится в стрессе. Стресс — это не обязательно плохое, стресс — это не обязательно испуг, и это не обязательно невроз. Стресс может человек испытывать от кофе, от сигареты. Да, человек, когда принимает от температуры, допустим, на улице очень жарко, вы резко зашли в помещение, где находится кондиционер, и это может привести к стрессу. Но особенность норадреналина в том, что он может являться, ну, как бы прекурсором появления окситоцина и L-триптофана, то есть тех элементов, которые выделяются у нас отделом мозга, который называется прозрачная перегородка, темное ядро прозрачной перегородки, nucleus accumbens. Так вот, адреналин, в отличие от норадреналина, он у нас накапливается. Поэтому очень часто это называется адренами или адреналинами, которые накапливаются у нас в русле нашей крови. При этом адреналин не быстро переваривается. Одна из особенностей адреналина заключается в том, что он может сужать сосуды. Особенно большое количество сосудов у нас находится в устье перехода наших шейных артерий в коронарные. И большое количество именно в этой области находится, в затылочной области. Там находится большое количество тонких или мелких сосудов, которые идут в гипофиз, гипоталамус, тимус, большие полушария омывают эти полушария и так далее. Но когда человек испытывает отравление адреналином, то больше всего напряжение сосудов испытывается в области затылка. Именно поэтому, когда у человека появляется высокое артериальное давление, у него появляется головокружение и появляется тяжесть в затылке. Поэтому самый простой способ помочь человеку в этот момент — приложить что-нибудь прохладненькое. Второй вариант. Почему прохладненькое? Если горячее, то это приводит к увеличению притока крови. Если холодное, к уменьшению притока крови. Таким образом купируется дополнительное движение крови в эти сосуды. Но опять-таки, а куда приложить горячее? Вот горячее приложить необходимо к бедрам или к икрам, для того, чтобы отток крови был в нижние конечности. Также хорошо прогреть. Но это все сложно. Нужно найти воду, нужно найти лед и так далее. Есть простые способы. Самый простой способ снизить давление человека — это знать, где находятся у нас точки, которые снижают давление у человека. Какие это точки? Первая точка или первые две точки — это над или под ушными раковинами, височные доли. Если у вас очень сильно поднялось давление и нет препаратов, массажируйте височные области, которые находятся у вас над ушами, так как там находятся у нас нервные окончания, которые регулируют артериальное давление. Вот таким образом можно снизить давление. Также похлопывание по шее и оттягивание вот этой мышцы. Похлопывание по шее и оттягивание вот этой мышцы. Поможет вам снизить давление.
говорю это серьезно. Также сзади у нас на голове есть такие бугорки, две больших кости. Можно массажировать и их, также постукивать по ним. Это уберет спазм сосудов. Кстати, великолепное средство, которое я вам сейчас сказал, которое поможет вам избавиться и от головной боли, и от приступов мигрени. Вот они. Они уникальны тем, что являются еще и точками, которые помогут вам быть более моложе, потому что это точки омоложения человека. А как поднять давление? Для того, чтобы стимулировать поднятие давления, нам необходимо стукать или массажировать точку болезненную, которая находится в центре груди. Она увеличивает иммунитет, но, как ни странно, поднимает еще и артериальное давление. А точки над ушами, постукивание и массаж. Люди раньше массажировали их, помогают снизить. Также холод на лоб поможет вам снизить артериальное давление. Поэтому имейте ментольную мазь или там звездочку какую-нибудь, ей натирайте лобик, это снизит у вас артериальное давление, улучшит общее самочувствие. Но все же необходим врач. С моих препаратов рекомендую Тонизон, он видоизменен, на сегодняшний день является более эффективно работающим, а также коэнзим Q10 и L-триптофан. Я рекомендую использовать данные препараты по одной таблетке 3 раза в день для того, чтобы привести свое самочувствие в норму. Как работают гипертензивные препараты или препараты, которые снижают артериальное давление? Их 3 вида. Одни работают на принципе устранить адреналин, называются адреноблокаторы. Вторые устранить отечность и имеют яркое мочегонное действие. А третьи влияют на гормон, который называется гипертензин. И вот этот гипертензин гормон, они его тоже пытаются устранять. Обычно это препараты сейчас есть комбинированные, в котором находятся и адреноблокаторы, и мочегонные препараты, и препараты, купирующие гипертензин, такие как там, я не помню название, по-моему, резерциновые какие-то. И вот все это в комплексе находится в препарате, который называется триплексам. Но я хочу вам сказать, что данный препарат, он должен назначаться кардиологом. Почему? Дело в том, что количество адреналина или количество гипертензина или антигипертензина или лоротадин, да, это действующее вещество, которое является антигипертензином этим. И, наверное, Боже, что с памятью, ничего не помню. Ну ничего, пусть восстановится. И третье это адреноблокаторы. И, наверное, вот такой препарат, он должен быть назначен кардиологом, как бы я назначал. Там есть 3 назначения. Первое это как раз адреноблокаторы, а третье адреноблокаторы или третий мочегонный, я не помню. И вот ко мне приходит человек, если он нервный и отекший, тогда препарат, где первая цифра и последняя, большие. А если у человека нет таких форм, то есть худая, спокойная, там, достаточно здоровая женщина, не отечная, то тогда необходимо выбирать просто вторую цифру высокую. Ну, как-то так. Ну и там есть целая, наверное, целая инструкция по применению данного препарата, который необходимо изучать, и я бы рекомендовал лоразорцин, не помню. Не важно. Если не помню, то не важно. Людмила Свіріденка. У моєї сестри Олі, яка має 17 років, вже на протязі 3 років, нема пів лівої частини обличчя та тіла, і об'єм німіння збільшується. Що це може бути і що з цим робити? Мабуть, ви хочете мені сказати, що в неї є вже 17 років, це був дебют її хвороби, і це, мабуть, в неї купірування тройнічного і відмирання тройнічного нерву. Це неможливо відновити. По моєму опиту, це неможливо відновляти. Але напишіть мені, може я подивлюся. Це неврологічна справа, може казати від ураження челюстно-лицевого нерва, і якийсь діагноз повинен бути в неї. Чому це занеміло, з чим це пов'язано, чи це в неї патологія хребта там, від 1 до 7, чи в неї це патологія там, лістоз, протрузії, чи в неї там грижа шморлю і так далі.
Чи може це в неї там формується там боковий аміоспатичний склероз, чи в неї формуються там якісь інші хвороби, чи в неї є перенесений інсульт, там, чи в неї може мальформація сосудів там, і так далі, артерій. Ну, я хочу вам сказати, що діагноз повинен бути. Щоб щось лікувати, потрібен діагноз хвороби. Ось так гоп-стопом в нас не вийде. Дальше. Нина Федорова. Добрый вечер, Андрей. Здрасте. Валентина Амирханова. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Эля Чижунине. Здравствуйте, уважаемый Андрей. Скажите, пожалуйста, какие травы омолаживают, как создать эликсир молодости? Вы моя милая. Эликсир молодости — это бессмертник полевой, березовые почки, ромашка, зверобой. Дальше лист шелковицы белый, корень шелковицы белый. Дальше плоды можжевельника, которые синие, которые необходимо зимой собирать и жевать. Каждый день по 7 ягодок. Дальше плоды плоды кураги, сушеного абрикоса кислого и плоды еще аргуса, крыжовника, но только кислого и только желтого. Также корень ириса, корень крыжовника и корень. Все эти ингредиенты являются также березовый сок, кора березы, это все омолаживающее. Ну, тибетский целебный сбор, который считается секретным тайным тибетским сбором молодости. Это березовые почки, ромашка, зверобой, бессмертник. Берется по 100 грамм, перемалывается, смешивается, после чего заваривается определенным образом, наливается кипяток в стакан воды, и сверху 1 столовая ложка, и сверху накрывается бумагой. Желательно даже бумага, чтобы была прозрачная, без чернил. После этого снимается эта бумага после остывания и выпивается. Все, что упадет на дно стакана, пить не нужно. В случае, если есть проблемы, которые связаны с памятью, добавляется еще к этому сбору астрагал. Вот вам эликсир молодости. Лазартан. Все помню, этого не помню. Что ж такое? Давно не проводил семинары. Видите, теряю я все-таки свою компетентность. Но вы же понимаете, если бы человек каждый день занимался медицинской практикой и каждый день бы что-то говорил по медицинской практике, то, наверное, был бы на коне. Очень удобно и везет тем людям, которые с утра до ночи занимаются только одним делом. Мне же приходится делать много дел, от консультаций до встречи, бизнес и так далее. Поэтому мне сложно. Поэтому, годы увеличиваются. Уже первую часть своей жизни прожил, теперь уже перехожу ко второй части. И, в общем-то, появляются нюансы с этим связанные. Лікарі зробили обстеження того та кажуть, напевно, що все добре і вона симулює. Якщо симулює, то таке ж може бути. Але повинно зробити МРТ мозку, далі УЗІ коронарних сосудів, також дати мені її фотографію десь. Напишіть, і я скажу, що з нею. Не будемо гадати. Юля Свідерська. Здрасте, Юля. Добрий день. Здрасте. Після дуже сильного атаку рефлюксу лікую вже місяць, покращень немає. Змінила дуже багато ліків. Тепер змінила ще раз, далі мучусь. Чи в моєму випадку тільки операція допоможе? Я не понял. У вас атака рефлюкса? Как это? Атака рефлюкса. Не знаю такого синдрома. Эзофагиальный рефлюкс знаю. Атака, может быть, паническая атака, может быть. Может, паническая атака у вас, а не рефлюкс. Уточните, потому что если паническая атака, месяц недостаточно. Нужно определить, это какое у вас заболевание. И оно может быть с синдромом еще дополнительным. То есть очень сложно, очень часто, очень сложно поставить правильный диагноз. Как бы я, наверное, ставил диагноз? Я бы, наверное, сначала или в самом начале произвел опрос. То есть установил бы анамнез, чем болели, там, какая у вас сейчас обстановка. И установил бы, наверное, диагноз. То есть он бы основывался на том,
хорошо ли вы засыпаете, есть ли у вас засыпание, как вы спите, просыпаетесь ли вы по ночам, есть ли у вас навязчивые идеи, если они есть, то как они происходят. Далее, когда у вас на протяжении дня или вечера появляются панические атаки, если во время панических атак у вас вспотевание, или же все-таки происходит бессимптомно. В момент панической атаки вы ощущаете страх, и у вас появляется ступорозное состояние, либо у вас наоборот появляется состояние, что хочется двигать мебель, там срочно что-то делать. Есть ли озноб при этом, есть ли тремор рук, как часто на протяжении месяца это происходит, есть ли у вас перед этим ощущение тремора, может быть есть судороги, ну и так далее. Видите, как много есть нюансов. Из этого бы выстроился план лечения, то есть это были бы антидепрессанты, или это нейролептики, или это еще дополнительные препараты, которые регулируют циркадные ритмы сна, либо это препараты там, дополнительного триптофана, мелатонина или даже лития, нужны ли седативные и так далее. То есть или это другое заболевание, возможно это заболевание, которое между собой имеет несколько заболеваний, там кандинского клерамбоя и маниакально-депрессивный психоз, в каком состоянии вы находитесь и так далее. Это комплексное лечение. И тогда бы назначал там флуоксетин, сироквель, мелатонин и прочее. Это сложно лечить людей с такими заболеваниями, но возможно. Я люблю психиатрию, мне нравится психиатрия. Если я когда-нибудь все брошу и уйду куда-нибудь работать, то это будет психиатрия. Компетенция моя мне позволяет заниматься медициной, и я бы запросто смог бы работать в психиатрии. Мне нравится. Хорошая такая чистая работа, либо неврология. Тоже понимаю. Неврология, наверное, уже нет. Куда вам написати, як з вами зв'язатися особисто з цього приводу? Смотрите, здесь есть описание под видео. Написано «Вся информация обо мне». Дальше линк Дуйко. Нажимаете на эту штучку, ждете, когда она откроется. И здесь есть такая штучка, называется «Присоединиться и задать мне вопрос». А еще здесь есть сверху значок Telegram. Вот значок Telegram легче всего. Нажмите на значок Telegram, перейдите в Telegram и там задайте вопрос. О, вот так можно сделать. Простите, что улыбаюсь. Итак, меня сегодня попросили, давайте быстро отвечаю. Ваши рекомендации для устранения межреберной невралгии. Обычной, сейчас меня врачи заплюют, обычной мочой натирайте. Красной тряпкой можно натирать. Также любым материалом, который искрится. Вот искрится. Вот так натирайте. Вообще межреберная невралгия – это заболевание корешков мозга позвоночного столба. И из-за того, что он воспаляется, это все происходит. И обычно это происходит на фоне перенесенного стресса, либо перенесенного вируса. Ингаляции очень помогают. Самая простая ингаляция с серебром. У меня есть препарат ЛЛС называется. 1 чайная ложка препарата в камеру ингалятора и делать дыхание. Очень хороший есть способ такой. Это говорят, что межреберную невралгию можно натирать салом, камфорным маслом, камфорным спиртом. Это все продается. И даже нашатырным спиртом можно. Вообще невралгия такая, ее очень хорошо лечить, если лежать на гвоздиках. Есть такие аппликаторы, есть аппликатор Ляпко, аппликатор, не помню еще кого-то, их там очень много. Хотел Кузнецова сказать, то другое. И вот этих аппликаторов с проволочками, их много. Вот постарайтесь снять одежду, на них лечь и максимально расслабиться. Да, это все больно, после чего смазать камфорным спиртом, одеть теплое что-то. Баня помогает еще. Также может помочь использование, можно пропить антибиотик. Самый простой, допустим, ампицилин. Можно, знаете что, противовоспалительные препараты. Поможет, что там вам посоветовать? Поможет диклофенак. Можно диклофенаковую мазь, вольтарен гель какой-нибудь. Можно использовать анальгетики.
там противовоспалительные препараты, противовоспалительные, там, диклофенак, нестероидные, или, допустим, можно аналог Мавалис в небольших дозировках. Это тоже уберет. Не надо страдать, потому что во время таких заболеваний обычно ухудшение происходит из-за того, что человек не лечится. Вообще, по лечебному протоколу это противовоспалительные препараты и уколы в одном случае с бицилином, а в другом случае с цефтриаксоном. Вот так лечат. Ужас. Ну, я не рекомендую, видите, дозировок не даю, просто сказал. Можно моей мазь. У меня есть мазь. Я забыл, у меня мега мазь. Она называется, данная мазь, она восхитительная, прям рекомендую. Межреберная невралгия за несколько часов. Первое, это спрей, который называется артраминовый. Побрызгайте этой водичкой, потерли и забыли тут же. И второе, это называется мазь Габбана или золотой бальзам Дуйко. Но Габбана при межреберной лучше. Очень рекомендую. А если есть у вас шерсть, то собачья шерсть, кошачья шерсть и там... Кошачья самая лучшая. Возьмите кошку и потрите кошкой об это место. Кошка не обидится, а вы получше будете себя чувствовать. Простите. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, что это может быть, как с этим бороться? Страдаю сильного зуда в паху, интимных местах высыпаний нет. Не знаю, что делать. Это первые признаки сахарного диабета. Всегда зуд в интимных местах является признаками сахарного диабета. Когда у человека повышается в крови глюкоза, она всегда сопровождается зудом вагинальным и интимным, в интимной области. Поэтому препараты, снижающие глюкозу, обратитесь к эндокринологу. Мои препараты, снижающие глюкозу, это миоинозитол, кстати, это препарат, который снизит холестерин, снизит глюкозу в крови. Второй препарат, или на второе место, можно поставить глюконорм, по 2 таблетки 3 раза в день, это как метформин, только на травах. Третье, мой любимый, гликоцитрохромин, 1 чайная ложка на стакан воды, 2 или даже 3 раза в день. И спрей можно еще использовать, он мгновенно купирует такие моменты. Спрей для рта, он тоже называется гликоцитрохроминовый или гликоцитра. И он тоже способен, 1 пшик в рот, это минус 3-4 единицы глюкозы в крови. Мироканка от рака груди. Самый простой способ от рака груди, это, конечно же, рак груди, его остановить невозможно. И я, конечно, даже не имею права комментировать, потому что в случае, если я буду говорить, что есть какие-то способы, они вот такие, очень много людей найдутся, которые напишут жалобы и мне потом не поздоровятся. Меня, чтобы вы понимали, даже можно осудить за то, что я даю рекомендации. Поэтому я даю рекомендации гипотетические. Хорошо? Я даю гипотетически. Итак, есть народные способы. Какие это народные способы? Первый народный способ — это лист фикуса. Есть растение, оно дома растет, называется фикус. Берется фикус, вымывается хорошо, желательно еще смазывается или прополаскивается спиртом и отбивается как обычным молотком, как отбивная, и прикладывается к месту опухоли. При этом прикладывается на 1-2 или даже 3 часа. Второе, такой же фикус режется мелко, высушивается в духовке, так чтобы не сварить его и не зажарить. Точно так же перемалывается, высушивается, и когда он высыхает, то вот такой фикус заваривается 1 чайная ложка на стакан воды. Принимать или пить нужно от 1 раза до 3 раз в день. Великолепное средство, нацеленное на то, чтобы снизить эстрогены и купировать в дальнейшем развитие вот такого сложного и страшного заболевания. Пожалуйста, женщины, пользуйтесь, если нет возможности обратиться к врачу. Анна Тутус. Доброго дня, Андрій Андрійович. Дуже люблю слухати ваші ефіри. Щиро дякую за допомогу. Мій брат переніс інсульт. Йому відняло ліву руку і ногу, чи якесь лікарство, щоб встановити руку і ногу. Так, в мене є такі ліки, називаються децепін і антипорезин і здорові судини. Децепін, антипорезин і здорові судини потрібно вживати 2 пігулки 3 рази на добу на протязі 3 місяців. Якщо ви до мене звернетеся, якщо до операторів, то я вам дам знижку на такий курс прийому цих ліків. Але я хочу сказати, що це дуже офігенно.
бо дуже швидко буде такий, дуже швидко реабілітація буде проходити і дуже ефективні ліки. Вибачте за погану українську мову, але я дуже стараюсь. І так. Можна я на німецький перейду? Мені легче розмовляти на німецькому. Ірина Конська, дякую за таку важливу інформацію та любов до людей. Скажіть, будь ласка, чи зможу втікти від глаукоми? Праве око зовсім погано. В мене є каплі глаукамін. Я прямо сьогодні був на виробництві в себе, і ми сьогодні тестували ці глаукомні каплі. Послухайте, це для людей мега находка. Мега. Я вам кажу, це мега круто. Вони будуть у нас такої повільної дії і концентровані. Але я хочу сказати, що то, що я сьогодні бачив, бо ми проводили експерименти, там якісь декілька тижнів, і я хочу сказати, що то, що я побачив сьогодні, мене дуже так, мабуть, ну, мене це дуже здивувало, дуже гарні результати є при використанні цих капель. Ці каплі можна їх купити вже зараз через наших операторів. Немає їх зараз в продажу, але можна їх замовити через операторів, ми вам можемо їх передати. Також можна використовувати каплі, які називаються Optimex, але глаукомінові це також космос. Також є препарат глаукомін в віді пігулок. Також можна. І ще є кверцетин. По 2 таблетки 2-3 рази на добу. Це мега офігенно для сітчатки. Мега офігенно. Особливо при прямокутної глаукомі. Дуже круто. Ирина Файрушина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Так. Здравствуйте, Андрей Андреевич. В анализе мочи и крови повышенная мочевая кислота, повышенные эритроциты и лимфоциты, и белок в моче. Есть пищевая аллергия. Посоветуйте, что можно из трав попить. У вас пилонефрит, вы его сейчас мне описали, то есть у вас все говорит о том, что вы болеете пилонефритом. Что необходимо делать? Лечить пилонефрит. Какие препараты? Один из самых лучших препаратов называется в моей компании Ренокс. Прямо рекомендую. И второй препарат такой называется у меня, и несколько слов еще об этих препаратах. Неужели нету? Да нету, вы представляете, раньше был, сейчас нету, наверное, перестали мы его выпускать. Тогда просто Ренокс. Очень хорошие результаты показывает при пилонефрите использование препарата Ренокс. Также можно совместно с препаратом Манкулит и Урализ. Можно просто Урализ. Или просто Манкулит. Или тот, или тот. Манкулит даже лучше. 1 чайная ложка на стакан воды 1-2 раза в день. Из лекарственных растений, которые есть в природе, какое я бы посоветовал при пилонефрите? Самое простое — это можжевеловые ягоды, темные такие. В случае, если где-то сейчас есть можжевельник, поищите на нем ягоды. Если они созрели и такие имеют темный цвет, 10 ягод на протяжении дня разжевывайте, запивайте водой, можно не запивать. Это устраняет пилонефрит быстро. В советское время, не знаю, сейчас есть или нет, выпускался препарат от пилонефрита, это антибиотики, и в ходе лечения пилонефрита, вот активного такого, рекомендован был к применению. Это препарат норфлоксацин. Норфлоксацин 200 мг по 1 таблетке 2 раза в день. Либо второй препарат назывался метронидазол, тоже по 1 таблетке в дозировке, по-моему, 50 мг, 1 таблетка 2 раза в день. Ну и, конечно, какие-нибудь там бифидобактерии, там линоксы и так далее. Ну что ж, а из народных средств
Петрушка сушеная. Заваривается 1 столовая ложка сушеной петрушки 1 стаканом кипятка. Пить 1 стакан 1-2 раза в день. Ну это вот народные березовые почки, ромашка с березовыми почками, с корой березы. Дальше, сейчас, слава богу, хватает. Из моих препаратов Ренокс обязательно, Прокмарти, дальше Рентона. Почему нет Рентона, а Ревилака? Белека, антилипид, ликолила. А у меня здесь есть, наверное, где-то в коробке еще Ревилака. Наверное, нет. Жена забрала. Есть Ревилака еще, препарат такой, он тоже очень эффективный, и Цистонорм. Вообще несколько слов хотелось бы вам сказать о своих новых препаратах. Они не новые. Это препараты, допустим, возьмем любой из них, допустим, Рентона называется. Это препарат, он выглядит вот так. Если его открыть и высыпать, то мы увидим здесь большое количество вот таких подобных икре маленьких шариков желтого цвета. Вот эти маленькие шарики, в них находятся ароматические масла в нужной и в нетоксичной дозировке. Что это такое и как это действует на человека? Попадая в рот и раздражая нервные окончания, эфирные масла действуют через нервную систему и влияют на желудок, вызывая усиление секреции желудочного сока, секрета поджелудочной железы, желчи, сока ферментов, что в своем увеличивает за счет этого процесс переваривания, усвоения пищи, действует на аппетит, здоровое потребление пищи и так далее. Ну, сейчас каждый скажет, что за чепуха, как аромамасла, послушайте, а как действует укроп, который от газообразования, а петрушка от камней в почках, а тмин, который может от вздутия и язвы желудка помогать, а кориандр, который лечит потенцию и убирает грипп у человека. Это все связано с эфирными маслами. Эфирные масла действуют очень мощно, прям мега на мочевыделительные органы. Объясняется это тем, что имеют ярко выраженные диуретические, наверное, воздействия, и вот эти вещества за счет чего? За счет того, что такие аромамасла расширяют сосуды, наверное, самой фильтрующей оболочек системы почек, нефронов, и делают их лучше проницающими и так далее. Ну, это можжевельник, о котором я сказал, это петрушка, любисток и так далее. Ну и мои препараты. У меня есть уже сборы такие, это сборы ароматических масел очень высокого качества. Для лечения почек препарат называется Ревилака. По одной капсуле 2, 3, 4 раза в день. Увеличивает мочеиспускание, работу почек. Великолепное средство, одно из самых лучших. Я вообще хочу вам сказать, что у нас был такой когда-то профессор, который работал в или в Виннице он работал, или в Пирогово, или он работал здесь у нас в мединституте, либо он в Харькове работал, в Боткино. То есть где-то он работал и очень был знаменитым. Он написал работу, она называлась «Совместно». У него была работа совместно. Его фамилия то ли Державин, ну я могу путать, то ли Ковалев. Или Коваленко. И у него, Ковалев, по-моему, и у него вот целая работа, там огромное количество у него исследований, и на первое место он ставил там лечение ароматическими маслами, заболевания урологические. И там урологические это простатит, аденома предстательной железы, цистит, там цистит у женщин, недержание мочи, нурез и так далее. И там вот прямо целые работы. У меня в свое время он пришел ко мне, я с этим человеком общался, удивительный человек, и он мне тогда дал идею. Он уже достаточно взрослый был на то время, я не знаю, он тогда говорил, что собирается эмигрировать из этой страны, по-моему, в Германию, или я в Германии с ним встречался, он говорил, что куда-то переедет. И он мне говорил, что Андрей Андреевич, очень хорошая идея это взять и сделать ароматические масла в высоком качестве, добавить их в шарик и продавать как пищевую добавку. Потому что, и он мне дальше объяснял, он говорил, вы даже не представляете, одна капля тимьяна и одна капля там можжевельника,
можжевелового масла, она способна сделать больше, чем огромное количество всевозможных препаратов, которые там, он говорил мне, там небольшое количество там масло петрушки, масло укропа, масло тимьяна и масло кориандра способно растворить камни в желчном пузыре, там, растворить холестерин в сосудах и так далее. Он говорит, ну почему у нас никто не хочет этим пользоваться? Это же так несложно. Таблеточки могут быть маленькими, стоимость может быть недорогой, это может быть мега эффективно. Потому что вот исследования показали, и дальше показал мне ряд исследований, даже подарил свою монографию, она у меня есть. В моей библиотеке, не знаю где, у меня там 1000 книг. И она интересная была в том, что действительно там много было исследований всевозможных, вот как раз с урологией касательно, и там даже были исследования, связанные с дисменореей женской, допустим, он рекомендовал, у него были исследования, я, вдохновившись этим, сделал первый препарат, он назывался у меня Дисменора. Вот так он выглядит. Дисменора — это ароматические масляные шарики, которые упакованы в коллагеновую оболочку. На самом деле это настоящий коллаген, хондроитин и глюкозамин. И раскусывать их не нужно. Необходимо 1-2 шарика 3 раза в день. Действие ароматических масел настолько велико, что их высокая концентрация не обязательно. Также хочу сказать, что я не рекомендую принимать ароматические масла в воде, не рекомендую их пить. Почему? Они могут очень обжигать слизистую оболочку носоглотки и очень негативно воздействовать на слизистую оболочку пищевода. Но в случае, если их запивать водичкой аккуратно, глотать не раскусывая, хотя очень хочется, они пахнут хорошо, то эффект или эффективность от их приема велика. Какие это мои, я их называю золотыми шариками. Первый — это ликолила, называется препаратом, который очищает желчный пузырь. В нем находится около 9 ароматических масел. Я без очков не могу прочитать состав, к сожалению. Не вижу. Второй называется Ринтона. Устраняет холестерин из сосудов, расширяет сосуды, улучшает общее состояние сердца и снижает артериальное давление. Как принимать? 2 штучки на протяжении дня, 2-3 раза в день. Они безопасны. Их здесь 150 штук. Обычно вот такой упаковки хватает на 2-3 месяца. Их так и нужно принимать. 2-3 месяца. Великолепное средство. Я могу сказать, что я сам принимал Ринтону вместе с Ревелакой. По 2 таблетки 3 раза в день на протяжении нескольких месяцев. Улучшила мочеиспускание, имеет ярко выраженный мочегонный эффект, хорошее очень состояние от них. Есть великолепное вещество, называется Депренга, которое отвечает само за себя, яркое седативное действие, успокаивающее нервную систему, восстанавливающее нервную систему, помогает избавиться от состояния стресса, неврозов и так далее. Кстати, хотел сегодня сказать, те люди, кто у нас напишет самый лучший комментарий или больше всех комментариев к данному видео, или тот, кто напишет комментарий какой-либо, давайте с каким-нибудь словом. Итак, сегодняшнее наше слово ароматические масла, компания Тибетская форма, можно просто арома масла. И тот, кто напишет комментарий, в следующий вторник я объявлю победителя, получит от меня 3 препарата, которые называются Депренга, Ликолила и Ринтона, от меня в подарок. Поэтому с сегодняшнего дня начинайте писать. Далее антилипид, это снижает уровень холестерина, растворяет, снижает холестерин, снижает липопротеины низкой плотности, очень низкой плотности, понижает холестерин. Дисменора, о нем я уже сказал, это в случае, если есть проблемы с задержкой менструации, овуляции, очень рекомендую использовать данный препарат как восстановление месячных. Билиока, для тех, кто хочет помолодеть, великолепный препарат, действительно, как внешне, так внутренне, у женщины появляется желание, у женщины появляется настроение. Великолепный препарат, но в отличие от тутуса, моего препарата, который может поднимать артериальное давление, билиока не поднимает. Еще раз хочу сказать, что препараты созданы на основе ароматических натуральных эфирных масел и созданы по моему ноу-хау.
Оболочкой является коллаген, хондроитин, глюкозамин. Очень красивые, они все достаточно твердые, между собой не слипаются. Выпивать их, когда вы пьете их, не нужно раскусывать. И препарат Роагула, антипаразитарный препарат, который, да, действительно, очень часто именно эфирные масла способны устранить и купировать, и выгнать паразитов из вашего организма. Поэтому в случае, если вы считаете, что у вас есть паразиты в организме, используйте мой препарат Роагула. Очень эффективно использование натуральных ароматических масел. На сегодняшний день из-за того, что эффективность высокая, а у нас есть правило в медицине, что эффективность препаратов говорит о том, что их использовать не нужно, а нужно использовать препараты, которые будут часто покупать. Именно поэтому использование, изучение в дальнейшем ароматических препаратов или препаратов с ароматическими маслами является на сегодняшний день моветоном и является неким таким подобием плохого вкуса. То есть в медицине говорят, да, что это такое. Также не хотят заниматься изготовлением вот таких высокотехнологических соединений, потому что это заморочится. Сделать, допустим, болюс такой с маслом внутри, это сложно, технологически сложно, а наштамповать под прессом таблеток это легко, знаете. Поэтому легче сделать таблетки, легче сделать антибиотики, легче продать противовоспалительные препараты, легче продавать антибиотики. Сегодня я еще хочу сказать о том, что на нашем сайте тибетская формула tfduiko.com есть еще отдел такой, который называется «Бытовая химия». Вы, наверное, видели. Несколько слов еще и об этом. В свое время у меня появилась такая идея. Когда мы приехали в гости к кому-либо, или когда мы приезжали в гости к кому-то, то меня всегда возмущал такой вопрос. Когда моют посуду, почему посуда всегда мыльная остается? Также мне всегда было жалко моих детей. На самом деле, часто очень люди, которые покупают и используют обычные моющие средства, сталкиваются с тем, что они едят мыло. А вы не задумывались над тем, что вы едите мыло, и очень часто пенообразующие вещества, они не такие безопасные для человека, как человеку хотелось бы казаться. Дело в том, что очень часто пенообразующие вещества, они остаются на посуде, и очень часто вы такой посудой пользуетесь и используете ее второй раз, третий раз. И очень часто ваши дети, их отравление и разрушение их бактериального состояния кишечника начинается с обычных, мегаэффективных, дешевых моющих средств. Да, именно они очень часто приводят к тому, что у человека развивается вздутие кишечника, диарея хроническая. Это может приводить, да, и в этом всем виноваты самые дешевые моющие вещества или средства бытовой химии. Да, мы очень часто покупаем то, что дешевле. Да, казалось бы, это самое лучшее, но нет. Почему? Оно остается в виде пятен, оно попадает. И человек говорит, ну мы же там один раз в день, два раза. Нет. Очень часто, очень моющие, очень мылящие и так далее средства, они создают эффект натянутой пленки или пленки натяжения. И являются токсически накапливающимися веществами, которые, проникая в наш организм, воздействуют на бактериологическое состояние нашего кишечника. Уменьшая бактериологическое состояние, особенно вредно тем людям, у которых есть пониженная кислотность, эзофагиальный рефлюкс. Это всегда может быть заболеваниями, которые связаны как раз с переизбытком моющих веществ, которые остаются на посуде. Особенно плохо это для детей, особенно для детей грудного возраста, до 7 лет. Вы заставляете ваших детей есть моющие средства и портите им желудок. Это мое собственное мнение. Я решил для себя прекратить это и решил для себя лично создать моющие вещества или создать моющие агенты, которые были бы экологичными. В
которых моющими веществами была бы мельнянка, которые не оставались бы на посуде, которые бы имели сразу антисептическое действие и которые бы еще имели действие, допустим, с маслом алоэ вера, которые могли бы еще и увлажнить ручки, помимо всего прочего. Я хочу вам представить такое моющее вещество. Эта компания называется RAM, компания Мольфарт украинская. И я представляю вам эко-засіб для мытья посуду, он называется Clean & Care. И является гипераллергенным, является не руки, можно им умываться, чистить зубы, что хотите делать, оно совершенно безопасно для нас. Также оно хорошо моет, хорошо смывается, не травит, ничего не создает аллергию, хорошо пахнет, хорошо смывает, и этой бутылки хватит надолго, потому что оно и мылится, и смывается. Вы вновь ощутите ощущение чистоты на своей посуде. Вы знаете, что посуда, если по ней вести рукой, она должна создавать такой треск чистоты. Так вот, найдите его вновь, вместе с моим эко-засобом для мытья посуды. Мы теперь пользуемся только этим. Это дорого, но есть 3 типа покупателей, я об этом уже говорил. Есть покупатели, которые ищут дешевые и находят дешевле, они молодцы. Есть покупатели, которые хотят купить для себя что-то, что было бы экологически для них правильным. Лучше купить такое, экономить его и мыть им несколько месяцев. Зато улучшить свое пищеварение, улучшить свое самочувствие и не давать детям жрать мыло. Ой, нельзя так говорить, тьфу-тьфу-тьфу, не кормить детей остатками мыла. Дело в том, что на пути к дешевизне вы очень часто травите и себя, и близких. А покупая это, вы сможете насладиться тем, что называется чистота. Это выглядит хорошо, моет хорошо, пахнет хорошо, надолго хватает и совершенно для человека безопасно. Если я тот человек, который заходит на кухню, так как у нас кухонь несколько, и очень часто в той кухне, где мы не моем посуду, но стоит такое средство, мне далеко идти в ванну, и я могу помыть руки в умывальнике этим средством. Почему? Раньше бы я себе этого не позволил, потому что я знаю, что мыть руки в умывальнике на кухне это не гигиенично. Почему я это позволяю сейчас? Так как в данном веществе или в данном средстве находится мощнейший антисептик. Данным антисептиком выступает лизоцим, вещество. Это вещество лизоцим является мощнейшим, ярко выраженным антисептиком и органическим натуральным консервантом, который я рекомендую использовать для мытья посуды. И это безопасно, поэтому мыть посуду и мыть ее нечищенными руками или немытыми, и даже мыть руки в умывальник, используя данное вещество, можно. Если его выпить, смазать, потереть, то не будет ни аллергии, ни плохого самочувствия, ни каких-либо. Почему? Потому что оно гипераллергенное, абсолютно натуральное и невероятно эффективное. Пожалуйста, все на моем сайте, который называется tfduiko.com, а данное вещество продается под торговой маркой Мольфарт или торговой маркой бытовая химия RAM. Ну что, на этом будем заканчивать. Еще раз хочу сказать, что 3 препарата Дипренга, Рентона или Калила получат те люди, которые оставят комментарий «Ароматические масла». Еще раз большое спасибо. До свидания. Делать ли мне коронографию сердца? Обязательно. Обязательно в вашем случае да. Не бойтесь, все пройдет хорошо. Посудомойка хорошо отмывает и воды экономно. Вам так кажется. А вы возьмите микроскоп после посудомойки. Положите посуду перед собой, темнопольный микроскоп и порассматривайте. Я говорю это серьезно. Вы не видите, а я вижу, потому что занимаюсь медициной и занимаюсь наукой. Ну что, здоровым быть легко поможет вам Дуйко. Большое спасибо. На этом будем заканчивать наш прекрасный семинар. Вот здесь указан адрес моего сайта, где вы можете приобрести все препараты, о которых я рассказывал. И несколько слов из моей книги, которая называется «Нитка-целитель».
книга автора Андрея Дуйко «Магические методы лечения человека». Давайте, нитка-целитель не интересно, а вот чеснок-целитель. Вот, прочитаем о чесноке. Горчица-целитель. Все заболевания кишечника лечит горчица. Утром до еды съедайте немолотое горчичное семя, запивая водой. Начать с приема одного зернышка в день. Постепенно увеличивайте дозу на семя, пока количество не достигнет 20 зернышек. Продолжайте прием, уменьшая дозировку в такой же схеме. Это вылечит заболевание кишечника. При импотенции. Часть горчица, часть перец, часть мед. Меда 5 частей. Принимать по столовой ложке смеси по утрам. Удаление подкожных солей и ревматизма. Соединить соль 100 грамм, сухая горчица 50 грамм. Добавить керосин, получится консистенция сметаны. И втирать досуха в больное место на ночь. Чеснок-целитель. Заболевание сердца. Да, съедать 2 зубчика чеснока 2 раза в день, особенно тем, кто принимает алкоголь и не может заснуть от остановки сердца или апноэ. От гипертонии, как сосудорасширяющее средство, чеснок посевной, настойка. Заполнить бутылку на 1/3 мелко изрезанным чесноком, залить доверха водкой, отлично. Настаивать 14 дней в темном месте, ежедневно взбалтывая, процедить, принимать до еды по 5 капель. На чайную ложку холодной воды 3 раза в день. Поможет снизить холестерин, лечит сердце от гипертонии. Шпоры. Делать на ночь припарки кашицы и чеснока. Курс 10 дней. Ячмень. Смазывать веко долькой сырого чеснока 2-3 раза в день. Для омоложения. Чеснок 400 грамм. Сок из 24 слив. Настаивать 24 дня в темном месте, закрыв посуду марлей. При употреблении взбалтывать, пить по чайной ложке смеси на полстакана воды перед сном. Фурункул, врастание ногтя. Прикладывать вареный и предварительно потолченный чеснок. При малокровии чеснок, настойка 340 грамм.